Врачи ожидали стандартный результат обследования, но когда изображение появилось на экране, в кабинете повисла полная тишина. Даже самые опытные специалисты не сразу поняли, как подобное могло годами существовать в человеческом теле. Обычное утро в приемном отделении городской клиники Манчестера шло своим чередом. Скрипели каталки, звучали голоса медсестер, пациенты заполняли документы. Появление пожилой женщины почти никто не заметил. Маргарет Уилсон вошла медленно, опираясь на старую сумку. Ей было 82. Она выглядела аккуратно, но слишком худой, и на этом фоне ее огромный, напряженный живот казался пугающе неестественным. «Извините, мне бы к врачу», — тихо сказала она, словно просила одолжения. Медсестра подняла глаза и сразу насторожилась. Тонкие руки, впалые щеки, и при этом живот, гладкий и натянутый, будто изнутри. Женщину без лишних вопросов отвели в смотровую. Молодой врач, увидев пациентку вблизи, на секунду задержал дыхание. Это не походило ни на ожирение, ни на привычные диагнозы. «Давно у вас это?» «Лет 10, может, больше», — спокойно ответила Маргарет. Сначала боялась, потом привыкла. Слово «привыкла» прозвучало страшнее любых жалоб. При пальпации ощущалась плотность, нехарактерная и тревожная. Показатели давления были нестабильными, дыхание тяжелым. «Раньше обращались к врачам?» «Да». Сказали, нужна операция. Но тогда я осталась одна. Муж умер, сын уехал в Канаду. Я испугалась и решила пожить сколько получится. Обследование началось немедленно. Когда датчик УЗИ коснулся живота, врач-диагност нахмурился и молча вызвал коллег. Затем еще одного. В кабинете никто не говорил вслух, все смотрели на экран. Образование занимало почти всю брюшную полость, смещая органы, но каким-то невероятным образом не разрушая их полностью. Сердце и легкие работали на пределе. «С такими размерами она не должна была выжить», — прошептал рентгенолог. «Ей 82», — ответили ему. Врачи смотрели на снимки, как на вызов самой медицине. Маргарет перевели в палату наблюдения. Когда к ней вошла целая группа специалистов, она смущенно улыбнулась. «Я что, такая сложная?» Заведующий отделением говорил мягко, но честно. Случай крайне редкий, риск огромный, но без операции шансов почти нет. «Значит, будем бороться», — спокойно сказала она. «Я столько лет терпела не для того, чтобы испугаться сейчас». Операция длилась несколько часов. Образование оказалось колоссальным. Каждый этап требовал предельной осторожности. Врачи работали молча, как единый механизм. Когда последний шов был наложен, никто не праздновал, все ждали. Первые часы в реанимации тянулись бесконечно. Но показатели оставались стабильными. Ночью Маргарет открыла глаза. «Значит, я еще здесь», — прошептала она. «И, похоже, надолго», — улыбнулся врач. Восстановление было тяжелым, но день за днем она училась дышать свободно, вставать, ходить. В ее спокойствии и тихом юморе было больше силы, чем в любых словах. Через несколько недель Маргарет выписывали. Она шла медленно, с тростью, но с прямой спиной. Врачи провожали ее взглядом, понимая, они стали свидетелями не просто редкого медицинского случая, а настоящей человеческой стойкости. И еще долго в ординаторской кто-нибудь говорил: «Помните Маргарет Уилсон?» И все кивали. Потому что такие истории не забываются.